Президент Казахстана уходит в отставку из-за связи с иностранными агентами. Информация уже подтверждена, так что остается просто слушать. Как сообщают источники, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева обвиняют в связи с иностранными агентами, а именно в сговоре с США против России. Как вы думаете, что сделает Путин, когда эта информация попадет к нему в руки? Думаю, Владимир Владимирович сразу же попытается наказать зачинщика, а в особенности посадить его в тюрьму. Президент России точно не станет ждать, пока США попытается влезть в русские дела. В настоящее время первым лицом Казахстана является Касым-Жомарт Токаев. Но бывший президент продолжает удерживать под контролем. Поэтому негласно народ продолжает считать его своим правителем. Пост президента он покинул в марте 2020 года, после почти 30 лет правления. Новость о том, что Назарбаев обвиняется в коррупции, и ему грозит уголовная ответственность, потрясла весь народ. До недавнего времени только родственники экс-главы государства были героями шокирующих новостей. Но в этот раз отличился он сам. Последние публикации о нем в буквальном смысле взбудоражили народ. Народу Казахстана и жителям других стран интересно, что является правдой и вымыслом. Как сообщил наш инсайдер, накануне президент Токаев был задержан правоохранительными органами за сотрудничество с иностранными агентами. По данным следствия, Токаев был пойман на переговорах с иностранными агентами. Все переговоры прослушивались. До нас дошла информация, что Касыма-Жомарта Токаева хотели подкупить и предлагали очень интересный план по объединению США с Казахстаном, а в будущем захвату русской земли. Видимо, Путин очень хорошо постарался, что иностранные агенты так заинтересовались Россией и самим Владимиром Владимировичем. Также на записи было слышно, как иностранные агенты предлагали часть русской земли, как часть взятки. Размер взятки не разглашается, известно лишь, что речь идет об очень крупной сумме. В отношении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева возбуждено уголовное дело, а также его снимают с поста президента. Как все мы знаем, в Казахстане власть всегда отмывала деньги, как и бывший президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, который был переизбран несколько раз и в общей сложности пробыл на своем посту почти целых 30 лет. Экс-главу обвиняли в расхищении государственной казны. За годы его правления он сколотил огромное состояние. Счета в иностранных банках, объекты недвижимости. Имущество Назарбаева оценивается несколькими десятками миллиардами долларов. Это только его имущество. Но его дети и внуки также имеют солидные счета и дорогостоящую недвижимость. Если посчитать все имущество этого семейства, то оно может покрыть бюджет страны не на один год. Напомним, днем ранее на взятки попался руководитель администрации президента Республики Казахстана Кашанов Ерлан Жаканович. Поначалу это были обычные, якобы дружеские переговоры с целью сотрудничества, но затем было озвучено предложение о взятке и гениальном плане по захвату России. Руководитель администрации президента Ерлан Жаканович поначалу отказывался и сопротивлялся изо всех сил, но от иностранных агентов посыпались угрозы. Угрожали как ему, так и его семье. Затем один агент показал фото жены и ребенка Ерлана Жакановича, за которыми следили. Он понял всю серьезность ситуации, и у него не было другого выбора, кроме как согласиться. В какой-то момент мелькнула фраза «Мы подкупим и тебя, и вашего никчемного президента, либо уберем вас всех в случае отказа от нашего предложения. Решение остается за вами». А как вы думаете, был ли выбор у президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и руководителя администрации президента Республики Казахстана Кашанова Ерлана Жакановича? Напишите в комментариях. Возвращаясь к теме ареста президента Касыма-Жомарта Токаева, я бы хотел дополнить, что честной работой даже на посту главы державы невозможно заработать такое состояние. Одно только это вызывает сомнения относительно его непричастности к отмыванию государственных денег. Кроме того, любая информация, которая появляется в средствах массовой информации, порочащая его доброе имя, очень быстро удаляется. Таким образом, его сотрудники отслеживают любой черный пиар и борются с этой проблемой. Человеку, которому нечего бояться и который может доказать свою честность, незачем удалять пусть даже и ложную информацию. Проще один раз и навсегда доказать свою честность, объяснив народу источники своих богатств. Но и это еще не все, как мы знаем, до Токаева правил Нурсултан Назарбаев. Из неофициальных источников известно, что ему принадлежат крупнейшие компании страны.
Еще одним из источников нелегальных доходов является откат в размере 50% от всего оборота нефтяного бизнеса Казахстана с Китаем. Но этого экс-главе недостаточно, и перед уходом с поста президента он приватизировал горнолыжный курорт Кокжайляу. Стоимость этого объекта составляет более 232 миллионов долларов. Для того, чтобы на законном основании стать собственником этого лакомого куска, Назарбаев подписал закон о возможности перехода особо охраняемых территорий в другие природные категории. Среди его собственности, приобретенной в последнее время, есть роскошный особняк по Бишопс-Эвеню на улице Миллиардеров в районе Хэмпстед на севере Лондона. На официальном сайте британского издания «Метро» говорится, что эта недвижимость была приобретена за 50 миллионов фунтов, около 65 миллионов долларов, в 2008 году. Этот дом является одним из самых дорогих в Великобритании. Но это не единственная крупная покупка семьи Назарбаевых за последнее время. В швейцарском журнале Билан в августе 2020 года появилась публикация, что средняя дочь экс-главы, Динара, приобрела при городе Женевы замок Бель-Риф за 63 миллиона долларов. Немного ранее, в 2009 году, она стала собственницей еще одной швейцарской недвижимости стоимостью 75 миллиардов долларов. Очевидно, что семейство Назарбаева уже давно стало запасаться дорогостоящей европейской недвижимостью. Возможно, это было всего лишь выгодным капиталовложением, но есть версия, что Нур-Султан давно готовил почву для побега из страны. Примеры наказания правителей других стран, которым пришлось отвечать за свои злодеяния, могли заставить задуматься бывшего президента о собственной деятельности. Кроме того, за годы его правления появилось много недоброжелателей, желающих наказать Назарбаева. Друзья, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, люди должны знать правду про нашу страну.